Друзья, всем привет! Находимся мы на Алтайском крае. Поселок городской тип называется Благовещенко. Сами для сайта русской деревни мы хотим вам показать все изнутри, как здесь живут люди, что здесь есть, чего здесь нету. Возможно, кому-то это пригодится, возможно, кто-то захочет сюда переехать. Мы смотрели недавно также сам на ютубе про замечательную Благовещенку. Нам очень не понравилось, что там сняли, и мы решили попробовать, скажем так, сделать свой репортаж. Возможно, кому-то это заинтересует кого-то. Взгляд изнутри. Ну все, поехали. Поселок Благовещенко мало чем отличается от города. По моему мнению, здесь есть все для жизни. Здесь есть очень множество магазинов бытовой техники, золота, свадебных. Здесь даже мы стоим, вот здесь русский фейерверк даже есть. Здесь, в принципе, есть все. Продукты, одежда, все, что нужно для комфортной жизни, здесь есть. Здесь есть масса гаишников. Сейчас один проедет мимо нас. Кстати, сразу сними его. С гаишниками здесь отдельная история, они на удивление молодцы. Здесь очень интересно, Благовещенки все уважают и боятся закон. То есть здесь даже за знак шипы на машине тебя могут оштрафовать очень спокойно. Здесь все культурные люди, культурные, пешеходов пропускают, все нормально, все адекватно. Чем мы не можем похвастаться в большом городе зачастую вот этими вещами. Находимся на парке. Вот такой вот у нас замечательный большой огромный парк. Сейчас мы подойдем ближе. Там у нас есть товарищ Ленин. А там для детишек у нас очень интересные горки, карусели. Вот тут находится большое озеро. Ну как большое, оно такое небольшое, точнее, озеро. Вот там далеко, если вы увидите, сейчас мужики воруют лед. Не знаю, зачем им это нужно, но они это делают. Такой замечательный парк. Летом, конечно, здесь изумительно. Здесь гуляет молодежь. Так же самое. Здесь везде, обратите внимание, много лавочек. Здесь, как и у всех, во всех городах есть лавочки любви, так его назовем, где влюбленные молодые парочки цепляют замочки и связывают свою судьбу таким вот образом. Очень спокойно и умиротворенно даже сейчас, даже в это время. Хоть сейчас и зима, но опять же климат хороший, сейчас минус 15, ветра сильного нет, мы, конечно, мерзнем, но тем не менее мы это делаем. Пойдем посмотрим, что там дальше. А здесь летний период времени, вот прям вот в этом месте, сейчас подойдем к нему, проходят некие дискотеки. Мне стало интересно, что же там нарисовано все-таки. Да, дискотеки, я так понимаю, для молодежи. Почему я так понимаю? Потому что там нарисован Винни-Пух и Пятачок. Видно, где нарисован Винни-Пух и Пятачок, это было для детей дискотека. Они были справа, а слева, где граффити нарисованы, уже, наверное, люди подпили, повзрослели и танцевали прямо там. Вот смотри, там даже какой-то этот хип-хоппер. Серьезный хип-хоппер. Так же самое, если кто-то захочет наехать на местных жителей Благовещенки, у них здесь есть запасной аэродром, это большой танк, на котором, в принципе, они отвоюют отобьют любого врага. Так, ну что, пойдемте дальше. Церковь, она очень маленькая, но внутри очень достойная. Сейчас, к сожалению, мы попасть туда не можем, поскольку уже время немножко позднее, уже все закрыто. Так что православным здесь очень нравится, есть где молиться, приходить к Богу. Ну и дальше мы сейчас пойдем, откуда мы, в принципе, и возвращались. От товарища Ленина.
Поехали к Ленину. Какая красивая церковь находится в Благовещенке, недалеко от парка культуры, от парка отдыха. Небольшая, но красивая церковь. Ну, в общем, собственно, в этом месте располагается, сзади вас стоит сцена. Здесь проходят разные мероприятия. Тут самый слава труду, слава КПСС, товарищ Ленин указывает, он просто куда-то показывает, не знаю куда. Ну, вот в этом замечательном месте проходят все мероприятия в самом Благовещенке. Здесь находится спортивный комплекс «Победа» для молодых дарований, чтобы ребята не занимались ерундой, занимались спортом. Здесь большой, как вы видите, спортивный комплекс. То есть здесь, в принципе, есть все, что нужно для развития молодежи. Здесь особо нету наркоманов, то есть здесь этой проблемы нету. Вот благодаря местным властям, что они поддерживают спорт у молодежи и культуру. Так же самое, о чем мы говорим, что вот если вы посмотрите прямо немножко, там у нас есть карусельки, которые сейчас пока зима еще не работают, но тем не менее они есть. И мало кто может с этим похвастаться, что столько делается именно для будущего поколения, для подрастающего поколения. Ну вот, собственно, мы подъехали к школе 11 классов Благовещенска, СОШ номер 2. Здесь находится одна школа и также самое 2 садика. Школа, она выглядит вот таким вот образом. И 2 садика. Один садик у нас сзади нас. Вот тоже не маленький, тоже огромный. Как раз сейчас ребятишки уже вышли после смены. Сейчас мы все это покажем. Да. Гаишники стоят, смотри. И сзади еще это гаишники едут. Нас остановят, наверное. Зачем? Не знаю, шиповки только нет. Я не помню, нас, не нас. Все, ребят, мы сейчас выезжаем за Благовещенку. Тут так интересно, есть еще такой район, Соленые озера, называется он Химик, насколько я понимаю. Вот, в принципе, на чем и держится вся Благовещенка, это на заводе, который производит сульфаты. Он находится от Благовещенки 2-5 километров, где-то около 5 километров больше, наверное. Сейчас поедем, покажем, как это выглядит. Там тоже такой, скажем, небольшой городишко находится. Очень многие люди работают в самой Благовещенке на этом заводе сульфата. И сульфата, в принципе, делается абсолютно все. Все, что можно делать, любую бытовую химию, это его идет составная часть. Дороги, как вы обратите внимание, дороги здесь хорошие. То есть это немножко удивительно, но, честно говоря, мы едем, мы не погнули ни одного диска за все время нахождения, пока мы находимся здесь. Здесь также есть газ, здесь есть бензин. Бензин у нас недорогой, 35 рублей. Мы сейчас приехали с севера, где город Сургут, там у нас уже бензин стоит 40 рублей, хотя вроде бы казалось. В Сургуте производят и нефть, и газ, все это добывают. Так, вот где-то сейчас будет у нас поворот, да?
То есть спокойно можно ехать 100 километров по этой дороге, абсолютно не видно, да, то, что мы едем 100 километров в данный момент вот сейчас. И не мало, и не медленно, дорога хорошая, все хорошо. Зарплаты на заводе, в самом заводе ориентировочно около 30 тысяч рублей. Это рабочим. Рабочий получает, вот оно, Степное озеро, ОАО Качук Сульфат. Местное же население, они работают, ну, кто что делает. Основной доход приносит именно этот завод. Этот завод, он развивается. Я так понимаю, что здесь не будет никогда проблем с работой, пока стоит этот завод. Люди будут получать большие деньги, будут радоваться. Ну вот, в общем-то, вот этот завод, вот он, мы близко к нему уже и подъезжать начинаем. Так, самое главное остановиться на стоп-линии, а то там паровозик с сульфатом будет проезжать и, не дай бог, перевернется. Оп, стоять. Погнали дальше. С правой стороны сейчас будем проезжать, там это большое-большое озеро. То есть, в принципе, они отсюда все и берут. Сам завод, озеро является соленым. Настолько соленым, что человек в 200 килограмм держится на этой воде спокойно. Она его поднимает, и ему надо, скажем прямо, приложить большие усилия, чтобы встать на ноги. Настолько вот она, вот сам соленая водичка, завод ОАО Каучук Сульфат. Вот благодаря, в принципе, чему здесь местные люди, благовещенки и химки, они живут и получают довольно неплохие деньги. А сами химки, они довольно не маленькие. Тут очень много интересных домов, очень много коттеджей, очень красивых. То есть явно там люди живут, не бедствуют. Опять же, мы говорим про Алтай, что Алтай считается центром не очень богатым. Ну, опять же, смотря где мы едем, смотря что мы видим, смотря кем мы работаем и какие должности занимаем. Ну, единственное, что мне нравится в химике, тут на самом деле дорога асфальтированная практически везде. Ямы. Мы вчера проезжали, было пару ям, и вот непонятно почему сегодня их нету. То есть, возможно, настолько следят, выделяют бюджет. Ну, вот мы и в химике. Вообще бы идеально было бы, если все-таки объединили Благовещенку с химиком, потому что по сути это один и тот же как бы город, поселок городского типа, одно и то же. Здесь такое вот кольцо, тут даже есть кольцо, круговое движение. О, я охренеть, улица Ильича называется, прикинь, смотри, Ильича. Улица Ильича, интересно. Медленнее поедем, посмотрим. Технику? Что за техника? А, техникум. Я думал, техника. Давай. О, девчонки дерутся маленькие. Ну тут то же самое есть, я так понимаю. Школа, все тоже есть, да? Продукты, школа, детские садики, также самое здесь располагается. Вот тут, ну тут я смотрю, деревянных домов обычных построек я не вижу. Вот спортивный зал даже есть огромный, не маленький. Угу, нормально, Сбербанк, смотри, тоже есть, как в этом. В Благовещенке спортивный зал стоит. Это медицинский, да, техника?